Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для козерогов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте поговорим о том, что же ожидает козерогов в марте 2026 года. Я напомню, что к марту 2026 года вы приходите со скоплением планет в вашем втором доме гороскопа, в доме денег, в доме речи, ресурсов, родительской семьи. И с 1 марта по 26 марта Венера из этого третьего дома гороскопа из этого второго дома гороскопа заходит в ваш третий дом гороскопа. И постепенно начинается тенденция суеты в вашей жизни. Третий дом — это дом документов, дом коротких поездок, дом общения, братьев и сестер, командировок, друзей. И мы начинаем вот какую-то эру, начинаем какой-то период вашей жизни, и у вас начинается какой-то период жизни, когда появляется много дел. Венера в третьем доме гороскопа обещает оформление документов на детей, на продукты вашего творчества, возможно, покупка билетов на какие-то мероприятия, либо оформление каких-то документов на какие-то мероприятия, сдачу тоже экзаменов, какой-то необходимость приложить усилия для того, чтобы получить что-то по пятому дому гороскопа, то есть получить, например, билет на концерт, либо приложить усилия, чтобы отстоять интересы ребенка, приложить усилия, чтобы получить какой-то сертификат по учебе, то есть опять же тот же самый экзамен, то есть приложение каких-то усилий. Еще это будут официальные документы, например, паспорт, виза, вид на жительство, гражданство, свидетельство о браке, пенсионное удостоверение, то есть все, что связано с такими документами, тоже у вас это актуально, получение, оформление. Пойти на курсы вождения автомобиля, пойти на курсы маникюра, педикюра, на курсы ювелирного мастерства. То есть что-то связанное с красотой, с финансами, допустим, на курсы бухучета, на курсы изготовления тортов. Вот все, что с этим связано, у вас тоже будет такое. На какие-то курсы, которые дают вам профессиональную корочку, профессию новую. Флирт, романтика в отношениях с друзьями, либо в командировках каких-то. То есть командировки тоже могут быть, налаживание отношений с друзьями, с братьями и сестрами. Такие вот могут быть истории и хобби, какие-то творчества, хобби тоже ручками что-то делать может захотеться. 3 марта будет лунное затмение в вашем восьмом доме гороскопа. Про затмение отдельно поговорим, про символику, про градусы в отдельном видео. А в целом затмение в восьмом доме гороскопа — это всегда кот в мешке, неожиданность со знаком плюс, со знаком минус, по-разному бывает. Что-то может проясниться, проявиться, то, что было от вас скрыто, либо может завершиться, разрешиться то, что давным-давно тянулось, никак не решалось. Ну и плюс к этому могут быть какие-то истории про чужие деньги, про налоги, про страховки, про взаимодействие с такими органами и так далее. А с 14 марта по 14 апреля в ваш третий дом гороскопа зайдет Солнце. Оно тоже подтверждает, что в марте вы можете узнать что-то неожиданное для вас, какие-то новости неожиданные, потому что Солнце напрямую такую комбинацию формирует, как то, что мы получаем какую-то внезапную информацию. И эта внезапная информация проясняет что-то по нашим документам, проясняет что-то по нашим друзьям, может быть. То есть мы что-то про друзей можем узнать, про братьев и сестер, про дружбу, про отношения, какие-то переписки, про какие-то поездки, про какие-то документы.
про какие-то коммуникации. То есть Солнце что-то прояснит, Солнце что-то сделает понятным, известным. Также Солнце может прояснить какие-то моменты про ваши вещи. Например, если у вас там вещи потеряны, либо они где-то затесались, затусовались, вы не знаете, где ваши вещи, что-то может проясниться тоже в том числе про ваши вещи. И, в принципе, в этот период может быть такое, что вы какой-то авторитет в соцсетях зарабатываете, где-то светитесь, вот ваше имя, либо ваш авторитет какой-то в соцсетях в этот период времени. Может быть, вы какой-то экспертный совет даете, либо просто что-то про себя в это время рассказываете. 19 марта будет в этом же третьем доме гороскопа новолуние. Новолуние — начало чего-то новенького, то есть поездка какая-то, встреча с друзьями, с братьями и сестрами, покупка телефона, может быть, какого-то гаджета, книги, вещи. Новолуние в третьем доме — это может быть получение какого-то документа и может быть начало хобби, например. 20 марта Меркурий выходит из ретроградного движения в вашем втором доме гороскопа, и выход планеты из ретроградного движения как бы дает разрешение, дает завершение, возможность завершения каких-то вопросов, которые застопорились, когда Меркурий стал ретроградным. То есть после 26 февраля, если что-то вы начали делать, у вас не получилось в сферах переговоров, в первую очередь финансовых, например, договариваться с руководителем про повышение заработной платы, ипотеку, может быть, кто-то брал, либо какой-то кредит оформлял, какие-то заемные средства, какие-то спорные вопросы по деньгам. Все, что касается спорных вопросов, связанных с деньгами, то, что у вас застопорилось, оно может разрешиться до конца марта. Потом, если вы занимались лечением зубов, то, может быть, у вас будут повторные какие-то визиты к врачам по вопросам зубов, зрения тоже, лор органов, по вопросам, может быть, тренировки голоса, что-то такое. Вот все, что было у вас в этих сферах такое застопоренное, то оно может разрешиться. И с 26 марта по 19 апреля Венера пойдет по вашему 4 дому гороскопа. Тут есть указание на то, что вы можете поехать куда-то в гости, побыть в гостях, проживать где-то не дома. Но это же получение статуса по недвижимости, транспорту, по месту жительства. То есть, может быть, просто пойти прописаться, например, машину поставить на учет. Это может быть получение статуса для мамы какого-то. Ну и, в принципе, Венера — планета удовольствия, творчества, красоты. 4 дом — это дом недвижимости, транспорта, поэтому наводить порядок дома, обустраивать, гармонизировать цветы, шторы, текстиль, подушечки какие-то. То есть делать красиво, посуду покупать. Небольшой косметический такой ремонт, либо просто благоустройство того места, где вы живете. Точно такое же благоустройство может быть и с машиной. У кого-то может быть покупка машины, либо тоже покраска машины, уборка машины и так далее, и так далее. С мамой налаживать отношения и, в принципе, расцвет вашего, ну, не то что расцвет, но как бы улучшается психологическое самочувствие, как будто бы мы немножко становимся ленивее, но при этом добрее, при этом счастливее. То есть могут быть какие-то в вашей жизни события, которые сделают вас в этот период времени более счастливым человеком. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.